Наверняка пассажиры первого и второго диаметра, да и не только, и все жители Москвы и Московской области уже привыкли к тому, как выглядит современный подвижной состав, к тому, как выглядят наши новые станции, к тому, как изменилась колоссально вся инфраструктура железной дороги. Однако хочется отметить, что так было не всегда. Всего за 1 год до запуска московских центральных диаметров станции выглядели иначе. Теперь МЦД-1 и МЦД-2 насчитывают 60 станций. 21 из них пересадочная станция на метро и МЦК. Сейчас вы можете воспользоваться бесплатной пересадкой благодаря карте «Тройка», благодаря банковским картам, благодаря вашим современным гаджетам, которые вы можете использовать для того, чтобы приложить к валидатору. Помимо всего этого, внешний облик станции и правда колоссально изменился. На тех местах, где раньше были пустыри, появились новые современные станции. И теперь они выглядят примерно вот так. Сегодня мы хотим показать, благодаря чему центральные диаметры стали крепкой основой столичного региона. Виктор, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое московские центральные диаметры? Так как уже прошло 2 года, наверное, рассказывать людям о том, что такое московские диаметры, наверное, не очень будет правильно, потому что многие уже воспользуются ими. Отметили для себя как положительные, так, может быть, отрицательные стороны. Попробовали на вкус, что такое МЦД. Поняли, что нет дневного перерыва, что поезд, он удобный, что в нем иногда даже может быть уютно, как дома, что есть альтернатива старым мостам в виде новых станций с эскалаторами. Люди, они, главное, мерило того, успешна какая-то вещь или нет. Если люди пользуются, людям это нравится, значит, в целом МЦД людям нужен. Можно сказать, что за 2 года это стало точно ясным. Когда мы увидели, что пассажиров стало больше, многие пассажиры поменяли свои типичные маршруты поведения, стали пользоваться электричками, потому что не секрет, что МЦД — это пригородная электричка, которая теперь, правда, ходит не до вокзала, а насквозь, проезжает весь город, дает более удобные пересадки. И люди это оценили, люди пришли. Люди поверили стандарту сервиса. И они очень высоко оценивают стандарт сервиса. Допустим, удовлетворенность пассажирам пользования МЦД примерно 96-98%, что на 20% выше, чем удовлетворенность другими радиальными направлениями, которыми мы в том числе занимаемся в рамках следующих диаметров. И они туда тоже придут. А вообще в чем была изначально необходимость создания московских центральных диаметров? На самом деле идея это не то чтобы прям новая, потому что железная дорога в городе, она уже больше 100 лет. То есть все эти маршруты, они еще помнят твоих, моих прабабушек, прадедушек, которые ими могли пользоваться. История в том, чтобы на уже существующей инфраструктуре за небольшое время организовать качественный сервис. Потому что МЦД это в первую очередь не про какие-то стройку, не про какие-то глобальные вещи, а про сервис для людей. И когда электричка не прекращает движение в том месте, где было всегда удобно, а довозит человека дальше, куда ему действительно нужно, когда ему нужно пересаживаться на что-то другое, когда он проходит через весь центр города, и он выбирает себе удобные маршруты пересадки. По-моему, это на прямой плоскости лежит, для чего нужно МЦД. А есть ли шанс у МЦД стать таким же ориентиром, как и у метро? Да, метро, во-первых, уже 86 лет. МЦД исполнилось вот сейчас 2 года, с чем я, кстати, хочу поздравить наших пассажиров и вас. А что касается будущего, именно как москвичи будут относиться к МЦД, я считаю, что, конечно, шанс есть. Да и вообще в целом для меня проект стал успешным, когда я начала видеть в соцсетях позитивные комментарии, когда к нам приходят благодарности, когда люди фоткаются и выкладывают. Может быть, в силу профессии, да, это как раз та самая связь с пассажирами, которую я получаю ежедневно. И я считаю, что да, конечно, это, во-первых, стало для людей такой ежедневной транспортной системой, которой они постоянно пользуются, благодаря которой они быстрее добираются, благодаря которой они экономят деньги. Но и ехать в Новой Иволге, супер приятно. Поэтому уверена, что в будущем москвичи будут еще больше любить МЦД. Тимур, расскажи, пожалуйста, что МЦД для Москвы? Многие признаются, что запуск диаметров сравним фактически с созданием новой вселенной для людей. И если до этого пассажиры смотрели на железную дорогу внутри города
как на какую-то отдельную чуждую им систему, которая жила по своим законам, по своим канонам, по своим параметрам, в своем графике, то после запуска диаметров железная дорога, которая всегда проходила под боком, была рядом с людьми, стала частью их ежедневной жизни. И это не какие-то простые слова, есть статистика, которая это подтверждает. Мы видим, что сегодня на 86% больше людей совершают коротких поездок по железной дороге внутри города по центральным диаметрам. Это значит, что раньше пассажиры пользовались железной дорогой на дальние расстояния. В основном либо с соседних с Москвой городов-спутников, либо это были москвичи, которые пользовались железной дорогой для поездок на дачу. Сейчас, поскольку мы видим короткие поездки, точно такие же, как каждый из нас совершает ежедневно в метро. Это говорит о том, что как раз диаметрами начало пользоваться все больше людей именно в режиме метро для своих ежедневных, каждодневных поездок. И совершенно не обязательно сейчас думать и искать, где же эта станция транспортного каркаса, где станция метрополитена, если ты находишься рядом со станцией московских центральных диаметров. И это изменение в сознании, наверное, самое главное. Расскажите, пожалуйста, вот в чем для вас особенность МЦД? Для меня это проект, который был для меня самым большим вызовом, потому что, когда мы его запускали, в части информационной работы, это было действительно очень непросто. Люди не понимали, зачем им пользоваться МЦД. И достаточно сложно было объяснить, тем более, что проект запускался не в том виде, как он существует сейчас. Сейчас практически все станции первых двух диаметров новые, современные. Весь подвижной состав нам удалось обновить на 100%. Начинали мы с того, что только шли в сторону такого проекта, как он выглядит сейчас. И поэтому вот для меня, да, это был очень такой серьезный вызов. А если говорить о развитии Москвы, вот что МЦД дает Москве? Диаметры стали очень мощным толчком, в том числе к экономическому развитию. Я бы сказал, что запуск диаметров сравним с рождением новой вселенной внутри города, но думаю, что без преувеличения можно сказать, что благодаря диаметрам сейчас создаются в Москве большие хабы, транспортно-пересадочные узлы. Я бы их сравнил с хабами-суперзвездами, как и большие, крупные, сверхмассивные суперзвезды во Вселенной, которые за счет своего гравитационного воздействия притягивают к себе все вокруг. Также и суперхабы, которые сейчас мы создаем на московских центральных диаметрах, абсолютно меняют пространство вокруг, в том числе меняют экономическую жизнь. Ведь если мы создаем хаб, приводим разные виды транспорта друг к другу, создаем удобные бесшовные пересадки, мы понимаем, что тем самым и растет пассажиропоток. И таких примеров немало. Станция Славянский бульвар, недавно созданный и открытый мегахаб Щукинская. На всех этих хабах пассажиропоток вырос в разы после того, как была открыта станция московских центральных диаметров. Так сразу вокруг этих хабов начинает развиваться малый бизнес. Туда приходят инвестиции, создаются новые рабочие места. Туда приходят девелоперы, которые с большим удовольствием начинают развивать вокруг станций нового наземного метро жилые районы с благоустроенной средой, с новыми кварталами, создают там офисные пространства. Поэтому диаметры — это не только проект про транспорт. Мы очень часто любим говорить, что московский транспорт — это не только транспорт. Так и диаметры оказывают очень большое влияние на экономику и ритм города, ведь они позволяют быстрее перемещаться внутри Москвы. Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, ритм которого постоянно растет. Поэтому и диаметры позволяют следовать этому ритму и, естественно, бьются в унисон с сердцем города. Паша, привет. Привет, Стас. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и вот что было сделано за 2 года на МЦД? Я занимаюсь билетной системой МЦД, развитием новых сервисов и поддержкой уже существующих сервисов. Основное, конечно, что было сделано, это глобальная доработка билетной системы Белорусско-Савеловского и Курско-Рижских направлений. Данные направления железнодорожного транспорта были интегрированы в сеть общественного транспорта города Москвы. В связи с этим пассажиры теперь по карте «Тройка» могут получить бесплатные пересадки с МЦД как на метро, так и на МЦК.
Сейчас это позволило сэкономить пассажирам уже более 6 миллиардов рублей. Проделана колоссальная работа по обновлению станций. Было обновлено более 100 остановочных пунктов. Были доработаны турникеты, валидаторы, которые считывают тройку и, соответственно, помогают пассажирам беспрепятственно пересаживаться на другие виды транспорта. Слушай, Паш, а давай не будем стоять на холоде, и вот уже внутри как раз-таки ты все предметно покажешь, расскажешь, что вообще вы делаете. Да, конечно. Паш, вот расскажи, пожалуйста, подробнее про интеграцию, это первое, а второе, расскажи про сложность всего этого. Для меня, как для пассажира, это очень просто. Я просто прихожу на станцию, прикладываю к турникету, к валидатору карту и забываю все. А как с вашей стороны вообще это работает? Все верно. Для пассажира это должно быть просто и интуитивно понятно. Именно в этом и заключалась цель создания единой билетной системы, чтобы пассажир просто прикладывал карту тройка и не забывал пополнять баланс. С точки зрения технической, конечно, здесь немного сложнее, так как надо было связать различные системы от разных перевозчиков. Это и Центральная пригородная пассажирская компания, которая обслуживает МЦД, и Мосгортранс, который обслуживает весь наземный транспорт, и Метрополитен, соответственно, который отвечает за метро. С учетом того, что все перевозчики разные и разные внутренние процедуры, у каждого разные регламенты, конечно, требовалось время, чтобы все это синхронизировать и чтобы все это работало в слаженном, едином ритме. Основная, естественно, доработка пришлась на билетную систему ЦППК, именно перевозчика, который отвечает за МЦД, так как требовалось обновить абсолютно всю пассажирскую автоматику, которая работает с картой тройка. Это и турникеты, это и кассы, это и билет-печатающие автоматы, естественно, валидаторы, которые принимают карту тройка. Это тысячи единиц техники, которая подверглась изменениям, и благодаря этому пассажир может получить бесплатную пересадку с МЦД на метро, на МЦК. Проезд стал намного дешевле, так как раньше пассажир, например, из Подольска до Царицына покупал ЖД-билет, но на текущие цены, например, сейчас это 52 рубля. И в метро он должен был доплатить еще 42 рубля за вход, по той же карте тройка. Соответственно, вся стоимость у него выходила 94 рубля за всю поездку. А сейчас пассажир за 50 рублей может совершить весь свой маршрут, и, естественно, он экономит стоимость проезда почти в 2 раза. Вообще проект МЦД это такой пример, наверное, не только для Москвы, России, но и для всего мира. Мы сейчас становимся для других стран таким ориентиром и лидером в части транспортной именно инфраструктуры. И, конечно же, здесь рассказывать достаточно просто людям, да, не только даже там в СМИ, в московских, федеральных, но и за рубежом рассказывать об этом проекте, потому что это такой флагман, потому что это действительно рекордные сроки, за которые там у людей появились новые поезда, потому что это суперсовременные пригородные вокзалы, которые открываются практически каждый месяц, и люди, соответственно, да, которые получают такой сервис, для них это очень важно. Ну и конкретно всем этим пассажирам, всеми возможными средствами мы рассказываем о том, что такое МЦД. Например, вот мы сейчас находимся в павильоне МЦД, ни одного другого вида транспорта не было и нет пока что такого вот выставочного пространства. Мы запускали павильон еще до того, как первый и второй диаметры поехали. И делали мы это как раз-таки для того, чтобы все могли узнать о преимуществах. Тогда было очень актуально показать и поезд, который появится, и показать, как пользоваться пересадками, какая будет билетная система. То есть мы всеми возможными способами проводили кампании 360 для того, чтобы люди узнали о преимуществах. Часто пользователи задают вопросы. Почему D1 и D2 были запущены настолько быстро, а вот мы теперь очень долго ждем D3 и D4? У нас, как я сказал до этого, уже в городе есть некая инфраструктура, которая существует. Поэтому D1, D2 появились гораздо быстрее, потому что рельсы были, необходимая инфраструктура была. Нужно было немного коллегам нашим железных дорог довести инфраструктуру до какого-то качественно иного состояния, чтобы оно могло поддерживать необходимые там параметры графика. Если мы говорим про будущие диаметры, то это как раз вопрос больших строительных работ. Допустим, ленинградские и казанские направления, сейчас они не соединены. То есть одно приходит на Ленинградский вокзал, другой на Казанский. Между ними есть небольшое расстояние, которое имеет задел для соединения. Но там сейчас развернуты большие строительные работы, чтобы вот это соединение, оно не мешало работе радиальных направлений. Просто нельзя просто повернуть рельс. Довольно серьезное строительство развязок идет. Этими коллегами из РЖД, они этим занимаются.
в целом по диаметру будет применен ряд сложных инженерных конструкций, как этот тоннель, так и тоннель, который перейдет через Ярославское направление Московской железной дороги и часть путей Октябрьской железной дороги, так и на территории Октябрьской железной дороги, это и Коврино, и Малино, такие же сложные инженерные сооружения. Все вместе это позволит собрать совершенно другой каркас для следования пассажиров от Раменского до Зеленограда. И самое главное, что по итогам люди получат те маршруты, которых тоже никогда не было. То есть если на D1, D2 сквозные электрички раз в час, раз в 2 часа, они иногда проезжали, то таких маршрутов вообще не было. Ты не мог из Зеленограда добраться до Электрозаводска без пересадок. Тебе нужно было доехать там до площади 3 вокзалов, спуститься в метро на Комсомольск, поехать на метро, пересесть на Курский и добраться только тогда до Электрозаводска. Сейчас без пересадок Электрозаводская, авиамоторная, даже до Выхина можно будет доехать. Вот то же самое касается МЦД-4. Там грандиозная стройка, начиная от площади Рогожской заставы, от Серпа и Молота, и через центр очень тяжело коллеги проводят масштабные работы, включая Курскую, Каланчевскую, включая Белорусский, Савеловский вокзалы, включая Москву-Сити. То есть такой диаметр, который пройдет через весь город. Слушайте, а давайте мы с вами сейчас немножко пройдемся по станции Щукинская и как раз-таки покажем все сервисы, которые появились на вот новых таких вот станциях. Пройдемся. Единственное, надо сказать, что многие сервисы, они невозможны на станциях, которые не реконструировали. Потому что, допустим, все станции, которые новые строятся, у них есть навес на всю длину. На старой станции такого навеса нету, есть небольшие погодные модули. Ну, по одной простой причине, чтобы сделать такой навес, нужно потратить довольно много сил, времени, чтобы это все построить, потому что капитальное строительство. Если мы говорим о навесе, ночью обеспечено очень хорошее освещение. Освещение даже лучше, чем, допустим, у тебя в подъезде в дома. Да. По нормативам, в принципе, оно здесь гораздо больше. Вот если мы посмотрим с тобой вот под навес, то вон там висит такая небольшая коробочка с рогами. Да. Это бесплатный Wi-Fi для пассажиров. Ну да. На некоторых новых станциях, вот если сейчас посмотрим, стоит лавочка, а над ней висят такие небольшие странные вещи. Это инфракрасный обогреватель, который должен работать там в зимние условия. Чтобы ты, когда пришел, ты спокойно сел, тебе было тепло, комфортно и удобно. Конечно же, навигация. Она стала гораздо информативнее, чем она была до этого на пригородных платформах. Ну и в целом вот эта вся инфраструктура большая, то есть это конкорс или тоннель, в котором обязательно наличие эскалатора, лифта. Для человека, чтобы он не почувствовал перепада высот. То есть когда ты стоишь на эскалаторе, ты стоишь, ты не идешь, ты не забираешься по этим мостам, которые раньше еще и не имели крыши. Здесь комфортно, приятно и, может, даже как дома иногда бывает. Но также это вполне стандартные вещи. Это покупка билетов, это табло с расписаниями. А вот если говорить о примере МЦД для других городов, почему МЦД дал такой большой толчок для развития такого же аналогичного транспорта и в других городах? Я думаю, что диаметры доказали главное. Исторически железные дороги проходили через центр наших городов. Железнодорожные вокзалы в каждом городе строились в центре. И, как правило, железнодорожные вокзалы и железные дороги проходили сквозь города, напрямую. Примерно так, как мы это видим на радиальных линиях в Москве. Мы после того, как запустили Московское центральное кольцо, а в прямом смысле оно стало первой ласточкой нового наземного городского железнодорожного метро, перешли к запуску московских центральных диаметров. Успешность проекта, цифры по востребованности и росту пассажиропотока показали, что мы можем достаточно быстро, используя существующие железнодорожные магистрали внутри городов, поменять их функциональное назначение, снизить назначение для грузового движения и развивать именно пассажирское. Для этого есть стандарт московского транспорта, который мы создали, который состоит из стандарта инфраструктуры, билетной системы, которая интегрирует железную дорогу в городское движение, и стандарт городского электропоезда. Естественно, наши коллеги из других городов понимают, что такой путь, он быстрее и экономически оправданнее, чем, например, строительство метрополитена. Ведь не во всех городах серьезные масштабные затраты на развитие метро, которые в разы превышают затраты
на создание городской железнодорожной системы будут оправданными. И именно путь создания городского электропоезда на базе существующей железной дороги, с одной стороны, экономически выгоднее и эффективнее, с другой стороны, намного быстрее к реализации. А вообще вот железнодорожный транспорт в разрезе пассажирского транспорта, как вы считаете, это является вот прям каким-то новым глотком свежего воздуха? Ну вот, к примеру, Москвы, например. Ну, новым глотком было МЦК, когда все попользовались и поняли, что да, это может быть даже лучше метро. Потому что сколько было скептиков до запуска МЦК, что это не нужно людям, что люди этим не будут пользоваться. 100 лет назад тоже пытались запустить пассажирское движение, и не получалось. Но люди пользуются, людям нравится. Поэтому сначала случилось МЦК, а потом случилось МЦД, а потом, в принципе, поняли, что так можно делать в любом городе. Да. Помимо карты тройки и социальной карты, ты можешь оплатить проезд банковской картой. Как пластиком, так и смартфоном или смарт-часами. Об этом я уже говорил в своем ролике, который мы снимали на этой станции. Не забудьте валидироваться дважды. На вход и на выход. Еще раз. На вход и на выход. Молодцы. Давай еще раз проверим. Да, давай. Вот с карточкой и все это протестируем. Как вообще реализовывалась банковская карта в рамках московских центральных диаметров? Как ты знаешь, оплата банковской картой уже была в метро и на МЦК. И, конечно же, требовалось поддержать эту историю и на МЦД. А для этого был создан транспортный процессинг совместно с банком ВТБ. Это интеллектуальная система, которая рассчитывает стоимость твоего маршрута уже после совершения всех поездок у различных перевозчиков и подбирает минимальный тариф. Конечно же, проходило тестирование. У нас была группа тестировщиков из нескольких десятков человек. Они катались по разным станциям, прикладывали карты, и пассажиры видели, что кто-то оплачивает банковской картой и проходит через турникет. И стали повторять. В какой-то момент мы увидели, что их стало уже больше сотни, поняли, что система работает, люди уже начали этим пользоваться сами, без наших уведомлений. Мы уже в мае объявили о масштабном тестировании, еще раз посмотрели уже на большем объеме человек, что это работает, и в июне наша система заработала уже в полную силу. Ты вот сказал про запуск, то, что вы ждете, так сказать, 3-4-5 диаметра. А что с Зеленоградом? Это ведь все-таки Москва. В Зеленограде все будет отлично. Ладно. В будущем, помимо, естественно, открытия МЦД, будут еще и сервисы по оплате проезда. Ближайший, например, это склейка абонементов. Она заключается в том, что пассажир может на свою карту «Тройка» записать разовый ЖД-билет или абонемент. Также иметь на карте абонемент единый уже городского транспорта. И получается, люди, которым недоступна оплата проезда по кошельку, могут воспользоваться ЖД-билетом, записать его от станции назначения до границы станции МЦД, и уже от границы станции МЦД у них будет действовать единый абонемент. Во-первых, это удобно, так как пассажир использует всего лишь одну карту для проезда. Естественно, он сможет сэкономить деньги просто потому, что ЖД-билет будет стоить дешевле для него. Что-то будет с турникетами, с валидаторами, может, вы их дополните? Ну, конечно. Хотим вот сделать виртуальную тройку, в том числе, так как этот сервис уже активно тестируется на МЦД, он работает и скоро будет доступен всем пассажирам. Ты сможешь отказаться от пластиковой карты «Тройка» и просто сделать ее виртуальную копию у себя в смартфоне, и да, она будет всегда рядом с тобой, и это крайне удобно. Плюс ко всему, с турникетами тоже есть история по ускорению скорости работы их, потому что сейчас пассажиры замечают, что турникеты на МЦД работают медленнее, чем в метро, и мы провели анализ и поняли, что действительно можно ускорить скорость работы, а именно скорость закрытия створок. А сейчас это уже можно почувствовать и испытать на станции Дмитровская и Беговая. В будущем, после тестирования и в случае, если пассажиры одобрят данную инициативу, мы это сможем распространить на весь полигон, и тогда пассажиры смогут быстрее выходить и не будут скапливаться очереди у тех же турникетов. Слушай, это получается, что зайцем нельзя будет проскочить вдвоем, да? Да, это уже будет намного сложнее и совсем не безопасно. Расскажи, пожалуйста, а что до конца года ждать пассажирам в рамках
МЦД. Но мы как раз на Киевском вокзале, отсюда начинается киевское направление Московской железной дороги, и до конца года мы ждем ввода еще новых станций будущего 4-го диаметра. Это станция Матвеевская, станция Аминевская. Станция Аминевская, кстати, будет открыта одновременно с пуском большой кольцевой линии московского метрополитена. Вот как только это произойдет, откроется и станция Аминевская, она будет соединена с большой кольцевой линией метро с одноименной станцией подземным переходом. Давай мы в 2-летие МЦД поздравим пассажиров. Хотелось бы поздравить пассажиров с днем рождения МЦД. Валидируйте свои карты, помните о балансе, стройте новые маршруты и увидимся на новых МЦД. В первую очередь можно пожелать получать от поездок удовольствие, чтобы каждый день, каждый маршрут, он был приятный, он был удобный, чтобы оставались впечатления, потому что мы каждый день ездим на работу домой, с работы на дом. И иногда даже не остается какое-то впечатление от поездок. А когда ты ездишь на МЦД, ты можешь посмотреть вокруг, ты можешь посмотреть в окно. Вот, желаю пассажирам больше смотреть в окна. 309 миллионов раз. Столько вы проехали за все это время на МЦД. И мы очень благодарны, что вы с нами. Мы всегда открыты для любых ваших предложений. Мы на связи с вами 24/7. Пожалуйста, давайте общаться, взаимодействовать. Мы сделаем все, чтобы вы еще чаще ездили на МЦД и любили этот вид транспорта. Диаметры – очень молодой проект. Нам всего 2 года. Многое мы уже сделали и прошли большой путь за эти 2 года, очень сильно изменились. Следующий год станет для нас годом свершений, годом тяжелых, но очень важных к реализации проектов и побед. Поэтому поздравляю вас с 2-летием МЦД, новых побед и новых свершений желаю вам. С днем рождения, Диаметры! Фильм к 2-летию московских центральных диаметров подошел к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на нас. Ждите следующий ролик, потому что в ближайшее время мы расскажем о том, что произойдет на D1.